Всем привет! В сегодняшнем видео покажу, как можно заточить крамкорез. Способ уже проверен мной, увидел я его на канале Павла Павлова, если не ошибаюсь, ссылку дам в описании под видео. Очень много полезной информации можно почерпнуть от этого мастера именно по уходу и от заточки режущего инструмента, так что рекомендую. Демонстрировать буду на двух примерах. Это вот мой новый крамкорез, который мне делали под заказ, и это, наверное, самый такой качественный из бюджетных китайских вот вариантов, которые еще можно использовать в работе. Что касается комментариев, которые все чаще появляются под видео, когда я показываю какой-то хороший инструмент, что можно пользоваться чем-то и бюджетнее, то есть зачем это все нужно, допустим, пробивать отверстия самодельными пробойниками там, с вилок, фаски можно снимать резцом там, для кутикул, в общем, всего уже этого начитался. Смотрите, у меня следующая позиция. Чем качественный инструмент, тем качественнее и быстрее мы можем выполнить нашу работу. Каждый вправе работать чем угодно, и если вы получаете желаемый результат там, пробойниками с вилки, не вопрос, работайте, экономьте деньги, не покупайте ничего дорогого. Вот. У меня это все не получается, то есть, чтобы достичь своего результата, который меня более-менее устраивает, мне нужен хороший инструмент. И не только из-за того, что это дорого, и там можно перед кем-то похвастаться, а из-за того, что этот инструмент удобней, практичней. Вот, допустим, если сравнивать этих два крамкореза, то этот садится быстрее, его надо чаще править, и править его не настолько удобно, то есть я сейчас об этом расскажу. В общем, есть вот такие разные маленькие нюансы, на которые мы изначально не обращаем внимания, но в ходе работы, в ходе практики это все всплывает, и в итоге приходишь к тому, что все же, может, нужно было купить что-то получше, допустим. Итак, значит, в зависимости от того, какой размер у нас крамкореза, он вычисляется по размеру вот этой вот прорези, по размеру получается нашей режущей кромки. В данном случае это 0,8 мм, этот, по-моему, 0,6. В общем, нам нужно по этому размеру взять какую-то пластину. Я эти пластины нашел в виде таких вот линеечек. Это толщиной, по-моему, 0,5 мм, и там есть еще такая 30-сантиметровая, там металл чуть потолще. В принципе, если взять вот эту 0,5 мм и накинуть на нее наждачную бумагу, то оно где-то там и будет 0,7, может, я не знаю. Ну, то есть под эти задачи подходит. Наждачную бумагу берем 2000-ную, вот, очень такую мелкую. И я еще ее закрепляю таким вот биндером. Все, вот наш инструмент для правки крамкореза. Значит, в чем была основная сложность лично для меня именно в правке, в заточке крамкореза, это то, что вот с китайским в комплекте шла еще такая проволока жесткая и кусочек наждачной бумаги. То есть мы ложим таким вот образом там, эту бумагу, да, и вот правим. Ну, проще некуда, в принципе. Вот. Единственное, что мы постоянно эту операцию проделаем именно с одной стороны режущей кромки. То есть, если в ходе работы, даже вот этой вот такой правки, у нас режущая кромка, она подгибается в другую сторону, то крамкорез, как бы мы вот так вот не ерзали, он все равно будет тупой, он не будет затачиваться. То есть нам получается еще, по сути, вот такую вот операцию нужно проделать с двух сторон, и с вот этой. Сейчас покажу. В общем, то есть нам нужно нашу режущую кромку поправить еще с вот этой вот стороны. В этом как раз и, по сути, неудобство данного крамкореза, потому что у нас режущая кромка, она идет под небольшим там углом, наклоном именно вот этой вот такой согнутой части. И править его, ну, прям очень неудобно. То есть это вот такие вот движения надо делать.
выбрать именно угол. То есть нужно смотреть, чтобы мы не меняли как бы угол заточки. Вот. И вот так вот снимаем там заусеницы, которые загнулись, к примеру, туда, подвернулись в ту сторону. Вот. А с этой стороны данным крамкорезом можно, в принципе, как я только что показал, или же берем такую пасту, дощечку с пастой Гои и выбираем вот угол, и можем вот таким вот образом тоже делать правку. Вот. По сути, вот этот способ мне и помог исправить данный крамкорез. Вот, чтобы вы видели. Режет он сейчас отлично. То есть никаких проблем, там, затруднений не возникает. Этот вариант крамкореза, он будет получше. В первую очередь это из-за удобства, то есть его удобно держать в руке. Он такой тяжелый, выполнен из толстого как бы листа металла. Вот. И здесь более продумана возможность заточки, правки крамкореза. Вот. То есть у нас здесь получается уже сам вот этот угол, там кромку. Есть больше возможность именно вот этого хода, да, заточки. Вот мы его поправляем. И с этой стороны то же самое делаем. Допустим, выбираем какой-то себе угол вот на нашей коже с пастой Гои. И тоже правим на пасте Гои. Здесь как бы с обратной стороны сделана такая выемка, что оно нормально как бы ложится. Крамкорезы у меня уже заточены. Это я просто вам показываю по сути вот, сам способ. Вот, срезали. И еще один момент заметил, что вот после вот этого китайского я начал его вот так вот, да, угол выдерживать таким вот образом. И он сначала у меня как-то, ну, очень тяжело шел, такой рывками резал. Потом я немножко как бы попрактиковался. И вот такие вот крамкорезы. Очень важно выбрать правильный угол относительно нашей режущей кромки, чтобы он без проблем вот шел и нужно было прикладывать минимум усилий. Ну и при этом у нас рез он будет более качественный. Когда у меня, допустим, на ременной коже крамкорез начинает поднимать волокна, вот, я уже понимаю, что он затупился. То есть, чем качественнее сняли мы фаску, тем получается качественнее мы можем обработать торец, загладить его, допустим, закрасить. То есть, никакого поднятого там выступающего ворса не будет. И торец будет более гладкий, вот именно в этих местах. Ну и плюс равномерность снятия фаски тоже по всей длине нашей заготовки, этого участка, тоже в принципе имеет значение. Так что здесь уже как бы вам решать, чем работать. Только не пишите, пожалуйста, эти комментарии, потому что, ну, я даже не знаю, как бы, что на них ответить. Постоянно приходится повторяться. В общем, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.